Не-не-не-не-не-не, стоп, так не пойдет. Тизеры должны быть нормальными, поэтому отматываем. А теперь давайте посмотрим, как нужно показывать новые блоки в тизерах. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Что-то меня разъебало. Ща. Так. Привет, котятки. Вот и долгожданный обзор на DLC Signal Pack. И это, по моему мнению, одно из самых интересных DLC. Ведь помимо блоков нам добавили новую механику взаимодействия с кораблем и даже возможность шпионских игр. Но об этом, если ты досмотришь ролик до конца. Что же у нас с вами по красоте? А тут много интересного. Новые блоки внутренних стен, включая скосы под углом 45 градусов, окошки, которые мало того, что идеально им подходят, так еще и выглядят стильно сами по себе. Целая куча балок, которые можно использовать как альтернативу креплений с проводами или как декоративную вышку, потому что к ней в комплекте идет стилизованная приманка и лампочка. А еще кины наконец поняли ошибку 5-летней давности и дропнули нам небольшую, но такую же стильную антенну. В общем, у нас добавился целый ворох коридоров, но мало того, что они красивые, они наконец герметичные, что значит, что в небольших кораблях теперь можно позволить себе чуть больше уровней. И да, тут есть коридоры с одним окном и даже с окном вверх. Помимо них добавили пару коридоров толщиной в полублок, в один из которых засунули достаточно милую кладовку. И парочку дверей, идеально подходящей к этим полублокам. Еще завезли строительных лесов, пару блоков и еще пару блоков стен для них. Из пластин появилась четверть круга и стринги. Простите, я не знаю, как еще это назвать. Вот теперь оформление кабельных мостиков и баз станет куда интереснее. Ведь нам завезли целую кучу столов управления. А еще их можно ставить в круг, воткнув посередине полублок, ведь их верхняя часть идеально подойдет под его высоту и тех дыр, как у столов, не будет. А еще у одного из блоков есть мини-прикуриватель. Ладно, переходим к самому интересному. Контроллеру вещания. Эта штука может передавать сообщения от базы на корабли на всю длину действия антенны. Если поиграться с таймерами, может выйти нечто такое. И я советую последовать этой инструкции. А еще он идеально вписывается в полублок, так что его можно красиво вписать с внешней стороны базы. Так, будто это простое техоборудование. Передатчик действий. Еще более интересная штука, которая может разнообразить дистанционное управление. А 100 каналов позволят вам буквально создавать
отдачу команд на любой случай жизни. Жаль только, что на один передатчик при получении сигнала можно отправить лишь один сигнал. Тут я, допустим, дал задание пострелять, и выполнилось это моментально. Кстати, это DLC подарил мне мой подписчик, верный друг и соратник Прандмар, за что ему сердечное спасибо. Ссылка на его канал будет в описании. Кстати, на малую сетку тоже много чего есть. Один блок балки, верхняя лампочка, стекла, четверть круга со стрингами, декоративные панели управления и наши с вами технические блоки, соблюдающие стиль. Но стоп, я вам обещал кое-что поинтереснее, поэтому знакомьтесь. Nokia 3310. Эта малютка – творение моего друга Гриня. Она способна дать вам координаты своего местоположения, не засветившись врагу. Состоит она из малой батареи, таймера, контроллера вещания, который я далее буду называть КВ, двух антенн и передатчика действий, который я далее буду называть ПД. Одна антенна из них на прием, а другая на отдачу. Схема работы такая. КД, делаем имя, чтобы мы поняли, от кого или кому идет сигнал. Нам нужна фракция. В таймере ставим самую минимальную задержку и действием выключаем антенну отправки. В ПД настраиваем нужную волну, от кого принимаем сигнал, а в действиях включаем антенну отправки, отправку точки GPS с помощью КВ, активируем таймер и его же начинаем отдельным действием. Антенну приема ставим на 1 метр и оставляем включенной, а антенну отправки выкручиваем на максимум и выключаем. Для приема сигнала может быть что угодно, но у нас это будет этот буровой малыш, построенный для нашего сервера, но с капелькой доработок шпионского типа. Тут у нас 2 таймера, КВ, ПД и 2 антенны. Настройка там почти аналогична Nokia, но нужен еще один таймер отправки, который и будет запускать эту цепочку. Так вот, в этом таймере мы также включаем антенну отправки и отправляем сигнал через ПД. Активируем и начинаем таймер выключения антенны. В самом меню мы оставляем настроенные волны ПД, так как таких телефонов у нас может быть несколько. И все, что нам остается, это нажать таймер, нажав на кнопочку. Готово! У нас есть координаты. Вы видели сигнал антенны? И я не видел, а сигнал прошел. Ссылочку на Nokia Green я оставлю в описании. И последнее на сегодня. Настолько же интересное, насколько неочевидное. Знакомьтесь, это мой Raptor MK2, собранный на ваниле давным-давно еще на Карабоксе. Но сегодня он с парой доработок. Это наш уже знакомый нам КВ в связке с несколькими ивент-контроллерами. В КВ мы отключаем использование антенны, пишем имя получателя в дательном падеже и прописываем фразы с предупреждениями о топливе и, допустим, в нашем случае турели. В ивент-контроллерах задаем нужное ограничение и действиями в первый квадрат вставляем отправку нужного сообщения. Как пользоваться ивент-контроллером я уже рассказывал в отдельном гайде, вверху будет подсказка, советую посмотреть. Ну все, полетели. Тут фишка в том, что за счет отключения антенны эти сообщения будут видеть только те, кто находится в кокпите или в креслах корабля, и никто более. То есть, если раньше вы могли оповещать себя о состоянии корабля, заполнении грузом или еще о чем угодно с помощью лампочек, звуков, то теперь это стало куда удобнее и иммерсивнее, приятного использования. Ну что ж, вот такой насыщенный обзор DLC у нас сегодня вышел. Напишите, как он вам, я же постарался. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи. Пока.